Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы с вами на трассе Р-280 Новороссия. Мы находимся где-то на границе Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Хочу вам показать отдельно именно кусок этой трассы в Донецкой Народной Республике. Как там идет строительство четырехполосного современного, можно так сказать, хайвея. Ну а сейчас вот мы подбираемся с вами как раз к границы. Сейчас мы еще пока двигаемся с вами по Запорожской области. Как видите, две полосы движения, по одной полосе в каждом направлении. Дорога великолепная. Ну, были какие-то изъяны тут, но приведено все в нормативное состояние. И это будет входить в Азовское кольцо протяженностью 1427 километров. Дорога вокруг Азовского моря. Четырехполосная будет к 2030 году. Ну а интервал вот от границы Ростовской области до границы с Запорожской областью, вот этот кусок в Донецкой области, мы с вами уже изучили от Ростовской до Мариуполя этот кусок. А вот этот кусочек от Запорожской области до Мариуполя мы с вами не видели. Здесь тоже идут такие интенсивные работы. И самая важная новость, вот, которую озвучил совершенно недавно Денис Пушилин насчет этой дороги. Началось строительство обхода Мариуполя 31,2 километра. Четырехполосное движение там будет, грандиозное строительство тоже идет. Там будет 3 моста, 14 путепроводов, 6 транспортных развязок. Ну и, конечно же, барьерное ограждение с шумзабором, как мы его называем. Это вот шумоизоляционные экраны. Но срок окончания работ конец 28 года было заявлено. Но сейчас, дорогие друзья, вот именно все работы от границы с Запорожской областью, обход Мангуша, обход Мариуполя планируют закончить до сентября 2026 года. Именно вот мы подъезжаем, кстати, сейчас с вами к границе. И видим вот указатель, вот он, Донецкая Народная Республика, и здесь строят такую грандиозную стелу, вот смотрите, с правой стороны. И мы уже с вами в Донецкой области, в Донецкой Народной Республике, и видите, сразу же мы едем вот с левой стороны по двум полосам, и с правой еще две полосы пристраивают. Сейчас сформирована так называемая корыта, выбран грунт, и подсыпают пластами песок, щебень, формируют вот такую устойчивую подушку для укладки затем асфальтобетонной смеси. То есть вот этот кусок от границ Запорожской области и до Мариуполя планируют закончить до сентября 2026 года. Фактически год с небольшим осталось. Это вот Росавтодор заявил о таких намерениях. Ну, я и не сомневался, говорил, что вот объявленные сроки есть, но они будут, конечно, сдвинуты, как сейчас модно говорить, влево, и сроки существенно сократятся строительство этой дороги. Если учесть, что вот от Ростовской, от административной границы Ростовской области до Мариуполя дорога практически уже в четырехполосном исполнении. Ну, там населенные пункты еще кое-какие, нужно вот сделать обходы их. Скорее всего, они уже делаются. А вот с этой стороны, со стороны Запорожской области, где мы сейчас с вами движемся, мы и вот смотрим на протяжении всей трассы, видим, вот водоналивные блоки стоят с левой стороны. Ну и видим, что работы идут. И будем надеяться, а я абсолютно практически в этом уверен, что вот в сентябре 2026 года вся Донецкая область от границы с Ростовской области и до границы с Запорожской области будет уже в четырехполосном исполнении. Ну и затем строительные работы пойдут дальше в Запорожскую область, Херсонскую область, до границ с Крымом. А может быть и параллельным ходом будут строить. Конечно же, там работ предостаточно, все населенные пункты нужно будет обходить, потому что сейчас эта дорога именно проходит прямо посередине населенных пунктов. Ну и
Видимо, вот эта вот оранжевая разметка временная. Слева видим, строительная техника работает. Так что, дорогие друзья, работы здесь идут полным ходом. Вот, собственно, этот кусочек я и хотел вам показать, чтобы донести до вас эту новость. И именно вот по этой дороге основная масса людей, которые едут отдыхать в Крым с северных территорий, будем так говорить, там Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Тула, Орел, вот все будут двигаться, если особенно едут на южный берег Крыма, все будут двигаться, я думаю, по этой дороге. Сейчас вот опять недавно объявили, что на Крымском мосту очередные пробки, там по 1000 машин стоит, ждут проезда по мосту через Керченский пролив, чтобы попасть в Крым. Ну, там с обеих сторон. И со стороны Тамани, и со стороны Керчи. А здесь вот можно быстро и беспрепятственно будет проехать. Вот такая вот дорога замечательная, шикарная. Ну и сами видите, сколько вот мы с вами едем, везде идут работы. Такие великолепные пейзажи открываются. Это у нас Донецкая область. Именно вот этот кусок от границы Запорожской и Донецкой области до Мариуполя, здесь порядка 30 с небольшим километров. Именно вот этот кусок, обход Мангуша, он сейчас, кстати, очень активно строится, обход Мангуша. И обход Мариуполя, вот это, пожалуй, будет самая сложная стройка во всей этой вот трассе, на всей этой трассе Азовского кольца. Уже перечислил я, там достаточно такие большие работы. По контракту окончания работ там конец 28 года. Ну, как уже вот заявили Росавтодор, что существенно раньше будет сделано. Ну, не знаю насчет вот самого обхода Мариуполя, когда сдадут, а вот этот кусок от границы и обход Мангуша будет закончен вот до сентября 26 года, то есть фактически год с небольшим. Ну и смотрите, две полосы здесь уже великолепного качества, осталось пристроить еще две полосы и будет вот, ну, разрешенная скорость будет 90 км в час. Больше пока здесь не позволят. Ну, что еще хочется сказать. Дорога, вот сама дорога, это еще не все. Будут съезды к Азовскому морю, вдоль которого на побережье Азовского моря отстроят новые курорты, реставрируют старые курорты. И будет такой вот кластер, прям буквально здесь на Азовском море. То есть люди, двигающиеся по этой дороге, будут иметь возможность, если вот конечная точка путешествия Крым, можно будет съехать с этой трассы Р-280 и остановиться там на день, два, на три на берегу Азовского моря, в отелях, которые будут построены новые, ну и старые, которые есть в большом количестве здесь. Здесь и Бердянская, Геническая, ну, много тут их перечислять, не перечислять. Вот это все будет общедоступно, оно и сейчас общедоступно, но тогда вот, когда поедут люди с других регионов, можно будет здесь остановиться на день-два, можно и на весь отдых, кому как понравится. Так что протяженность вот с этими съездами, со всеми с дороги к морю будет около 2000 километров. Если сама трасса 1427 километров, то вот со всеми съездами будет доходить до 2000 километров. Это огромное строительство, 500 миллиардов по нынешним ценам. Вот на все эти реконструкции, стройки тоже колоссальная сумма забронирована. Так что работы здесь еще непочатый край. Ну и видим, что, конечно же, вот все ближе к Мариуполю подъезжаем. Вот здесь пока никаких работ не ведется. Две полосы, движение не очень, можно сказать, интенсивное, но сейчас лето, тепло, погода восстановилась, и людей все больше и больше подумывают, а кто-то уже и едут в сторону Крыма, кто-то вот на Азовские курорты. Вот, в Донецкой области Урзуф очень популярен, Мелекино. Туда вот выездные бригады с Донецка там на выходные дни. Очень популярный такой отдых был. То есть в пятницу вечером уезжают, в воскресенье вечером обратно в Донецк, чтобы на работу в понедельник.
Ну, благо там недалеко от Донецка до Мариуполя по трассе, по шикарной трассе, которую я, кстати, показывал. Кто не видел, может посмотреть у меня на канале. 110 километров, довольно-таки быстро можно проехать и отдохнуть пару деньков и обратно к трудовым будням. Ну, а кто более затяжной отдых планирует, то там множество отелей, всяких развлечений. И сейчас уже вот эти курорты тоже почти забиты до отказа. Так что работа работой, а отдых отдыхом. Ну, а мы тем временем вот смотрим с вами, какая дорога. Ну, просто одно удовольствие ехать по этой дороге. Вот машин, как видите, мало. Камер пока нет, но это, я думаю, ненадолго. Камер на скорости, я имею в виду. Как только построят 4 полосы, тут же натыкают, а может быть и раньше. Так что не привыкайте, а то вот так расслабитесь и не узнаете, камер наставят, и потом все штрафы соберете, какие только возможно. Ну, а мы потихонечку подъезжаем уже вот видите, вот эти рамки ставят, это, скорее всего, вот эти камеры, там, это весового контроля. Не знаю, работают они или нет, это вот для фур там и прочих. Много таких вот в Крыму на дорогах поставили. И здесь вот, чтобы перегруза не было. Если есть там штрафы такие бешеные, ну, я думаю, и здесь вот так же будет. Ну, а мы вот подъезжаем с вами уже здесь вот кольцо, знаменитый Мангушский пост. Он всегда здесь был, сколько я себя помню. Ну, вот, как видите, здесь столпотворения нету, машин не очень много. Это пост ДПС здесь. Ну, и вот по кольцу мы с вами едем и поедем в сторону Мангуша. Здесь можно и по объездной ехать, здесь объездная есть, она строится, но и движение там никто не перекрывал. Можно вокруг Мангуша проехать уже по объездной. Там очень усиленно строительство идет, 4 полосы. Ну и вот, собственно, все это должно сдано быть к сентябрю 2026 года. Так что ждем этой великолепной трассы. И я ничуть не сомневаюсь, вот населенный пункт Мангуш, мы знак заехали, скорость 60 и двигаемся дальше. Ну, а я буду на этом, дорогие друзья, заканчивать. Обязательно подпишитесь на канал. Кто не подписан, поставьте жирный лайк этому видео. Ну и местные, кто владеет информацией, какие-то, может быть, нюансы вот по строительству этой дороги, пишите в комментариях, делитесь своими вот знаниями. Кто-то что-то знает про эту дорогу, будет интересно почитать, и мы будем подковываться. На этом все, дорогие друзья. Всего вам хорошего, хороших вам дорог и до новых встреч.